Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 марта. Вот совсем у нас уже март на пороге. Давайте узнаем, что же там скоро случится, что для вас скоро произойдет. Или, как мы говорим, что по судьбе. Вот что вам по судьбе? И это уже совсем скоро. Буквально весна, мы вплотную подошли к этому периоду марта. Так вот, чего же ждать? Ну или что вас ждет? К чему приготовиться? Вот как раз первые три карты на колоде 78 дверей, как знаки судьбы. Без вопроса, да, вот именно нам пусть карты расскажут и покажут, открытые двери или закрытые метафорические карты. Конечно, будем реалистами, всегда к этому призываю, но рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла, конечно. Не без этого. Так вот, с чем же будут связаны события ближайших 10 дней, а может быть и с кем, не обязательно с чем, еще пока не знаем, что там за подсказки, советы Таро нам сейчас дадут. Итак, первый знак судьбы, второй и третий. Ну так пока поконкретнее хочется узнать, да? Главное событие, ключевое событие. Чем, может быть, вам доведется заниматься, или как в центре вашего внимания окажется. Достанем такую карту. Ну и что вас удивит или будет для вас несколько неожиданно? Может быть, такой период мы живем. И что же в конечном итоге прояснится, к чему это вот все идет, или вообще зачем эта вся катавасия была нужна? Опять же, конкретизируем по основным сферам жизни. Что ждет? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Что ждет в работе весов с 1 по 10 марта? Ну и финансы тоже. Что ждет? Давайте первый знак судьбы. Что же, какой совет, какую подсказку нам дадут? Влюбленные. Выбор. Старший аркан. У кого-то ситуация по личной жизни. Не то так, не то эдак. Иногда это карта ностальгии. Я должна сказать, что в этот период может быть еще планетарные транзиты таковы. Возврат прежних партнеров. Или, может быть, это вы сами с кем-то будете по необходимости контактировать. А может быть и по желанию. Почему нет? У кого-то выбор может касаться работы. Но больше нам тут, конечно, про чувства говорят. А что это за выбор такой? Но по старшему аркану это что-то судьбоносно важное. Вот тут главное не замечтаться. Потому что всегда это иллюзорная карта до иллюзорного успеха или бесплодного ожидания. Увы, такое тоже бывает. Ну, какой тут нам еще? Вот смотрите, еще вот такой вот знак, совет сразу от Таро, ведь это карта заслуженного успеха. Вам нужно очень рационально определить, куда вы движетесь, чему вы отдаете предпочтение. Ну, может быть, и кому тоже. Для кого-то из вас дополнительный именно доход. Но для кого-то это будет вот такое свидетельство, что несмотря вот на эмоции, которые вам могут мешать, вам этот выбор какой-то нужно делать очень рационально. И если в моей работе не самое лучшее время, где-то первая декада марта точно, когда мы все разрушили или резко меняем работу, тут хорошо добавлять, когда есть один источник дохода, и мы добавляем что-то еще. Это для нашей уверенности и для нашего успеха. Шикарное время что-то изучать. Изучать, проходить курсы, осваивать новые либо специальности, ну или подспециальности, как специализация, да, смотря чем вы занимаетесь. Или, может быть, буквально какие-то ресурсы, как будто вот выбор может касаться именно работы. Буду я строить карьеру или нет? Буду я, в принципе, участвовать в каком-то мероприятии, в деле? Такое тоже могу допустить. Но карты все говорят о том, что явно тут надо что-то продолжать. Ну вот, наверное, вот и есть какая-то иллюзорность, но иллюзорность тут будет только в одном плане, я, по крайней мере, так вижу, что вот выбор как раз, он может и состоять между эмоциями и здоровым прагматизмом. Да, это карта заслуженного успеха, но еще как будто поработать для этого успеха нужно. Пройти еще какой-то путь. И это всегда карта мужества. Знаете, тут надо решиться, возможно, на что-то. Иногда эта карта показывает историю, которая может быть связана буквально с нашей мобильностью, передвижением, с путешествиями или просто какими-то дорогами. У кого-то по работе, может быть, искали работу, вам предлагают работу с командировками или
Вы искали ближе к дому, а тут вроде бы и вариант такой неплохой, но явно больше времени на дорогу. Вот вы понимаете, тут может стоять ситуация выбора между чем. Я еще подожду, или, может быть, завтра мне еще раз что-то предложат, а мы как будто упускаем время. Вам нельзя упустить время. На всякий случай я должна сказать, я вижу еще и такую ситуацию, пусть не для всех. Будьте мои дорогие весы, по крайней мере, кому-то из вас это может помочь. Ну, какой-то промежуток времени, как минимум с 1 по 10, а то и дольше, на низком старте. И если вы находитесь в таких обстоятельствах, которые вот сейчас они сумбурные, или когда ситуация какая-то и непростая, а может быть, я знаю, меня смотрят из разных стран, она и небезопасная, да? И вот вы делаете выбор, а куда же вообще? А что, куда мне переместиться, да? Или как мне, ну, может быть, вы и, кстати, изучаете для того, чтобы иметь возможность, изучаете как профессию. У нас есть профессии, когда мы можем за несколько месяцев овладеть каким-то ремеслом. Ну, например, уметь стричь людей или стричь собак, извините, ну что в голову пришло. И даже если нас, я к чему? Я такой гротеск привела как пример, потому что даже если нас судьба вынуждает оказаться в другой местности, мы как будто будем знать, что мы будем делать, как мы будем деньги зарабатывать. Вот для кого-то я вижу вот эту подсказку. Причем такую, когда тут действительно нужно надеяться на самого себя. И не упустить время, потому что ожидание, к примеру, что ну вот завтра оно стабилизируется. Нет, тут что-то, вы просто что-то не видите, вы можете упустить время. Но если вы для себя вот именно определяете, почему я говорю обучение. У кого-то это банально, да, у нас человек работает за компьютером. Может быть, это вы онлайн будете что-то проходить, обучаться, какие-то скиллы, навыки приобретать, да. Но у нас сейчас есть те профессии, которые, ну пусть программистом вы великим не станете, но тестировщиком, к примеру, вы можете быть. Это практически вопрос усидчивости, и очень много компаний, которые предлагают как бы под себя готовить специалистов, и вот вы уже специалист, и вы можете работать из любой точки мира. Но я первые попавшиеся на ум варианты, ну вот переложите на себя что-то подобное, как знак судьбы все-таки. Поэтому кому-то важно услышать. Второй знак судьбы. Какой сюрприз вас ожидает? Вот самое главное, не втягиваться в какие-то темы, вопросы, куда вам не надо. Ну, не быть втянутым, может быть и так. Здесь уже, опять же, возвращаясь к этой семерке кубков, вам тут могут что-то обещать. И тоже создавать выбор. Надейтесь сами на себя. Именно в этой колоде обратите внимание, как будто человек прогуливается мимо закрытых дверей. И, ну, такая двойственная ситуация. Он изображает, что он плоховидящий. Однако не все однозначно. Если мы уберем эту трость, хорошо сложенный человек в темных очках просто проходит мимо. Да? Где-то карта имеет такое значение, что сыграй весы. Даже если вы за собой актерского мастерства, хотя вы-то как раз, мои дорогие, ваша планета управитель Венера, это как раз и про актерское мастерство, про умение балансировать, оно определенно нужно. Вот где-то баланс именно в этой колоде совершенно необходим. Почему? Потому что непонятно, откроется эта дверь или нет. А вообще, в принципе, а нам надо в эту дверь или нет? Ведь не гарантия, что даже если мы будем прогуливаться, откроют двери, то, что мы увидим, или то тот, кто нам ее откроет, нас это как-то обрадует, а может быть, это нам вообще не нужно. Поэтому это как такая разведка, мои дорогие. Вот у вас разведка по тому, что происходит вокруг. И поэтому мы о себе не должны много рассказать. Строить диалоги нужно это тоже учитывать, чтобы о себе, может быть, лишнего, ну, как бы не проболтаться, да. Но это иногда карта говорит о том, что и за вами могут наблюдать. Примите это тоже к сведению. Тот человек, который присутствует вроде бы рядом, да, но тем не менее он вот как изображенный на этой карте всем своим видом говорит: "Ну, я там был, да, я вроде бы как там был или отметился, или я там что-то видел, но, ну, между делом это что-то, да". Вот в вашей жизни, как знак судьбы, могут быть такие люди, мои дорогие. Давайте я достану еще одну карту. Это вообще о чем? А ведь и правда какой-то выбор. Выводы какие-то пора делать. Старший аркан, верховная жрица. Храните молчание. Карта просто кричит. И
Если я говорила, может быть, сыграть придется. Или отступить полшага назад, словно одеть шапку-невидимку. И где это по верховной жрице? Это тоже эта карта независимого человека, и знак судьбы говорит, ваша независимость, она строится не от того, даже сколько вы денег зарабатываете, или от того, как вы кому что объясняете, доказываете, а от того, как вы умеете отойти полшага назад. Вот как будто были вы здесь, и вас уже здесь нет. Вы выйти из какой-то запутанной истории. И причем это не то, что мы отказались, кому-то сказали нет или вынесли вердикт. Нет, просто мы сами себя беречь учимся совершенно по-другому. Третий знак судьбы. Да, беречь себя придется. В этой колоде девятка жезлов явно есть. Знаете, как на две половины делится вот ваше сегодняшнее состояние. Первое – это то, что вы себе говорите, вот в этом деле, в этих отношениях, и я сделал все, что мог. Ну или сделала. Но есть то, в чем я должен укрепить свои позиции или словно защитить. Человек несет двери. Вообще, к слову говоря, практически нет закрытых дверей. Ну, кроме, наверное, четверки мечей, и то такая вибрирующая ситуация, непонятно. Может быть, этот человек возле ваших дверей прогуливается и наблюдает. Ну, или я не буквально, конечно. Это могут наблюдать через мессенджеры, через ваши аккаунты. Вот поэтому на всякий случай пароли аккаунтов и вообще будьте повнимательней. Но вполне вероятно, это мы сами прогуливаемся в разведку, правда? Поэтому одно дело разведка такая аккуратная. Мы действительно, эта карта тайная. Вы можете узнать какую-то тайну, и вам захочется, как знак судьбы, поподробнее, с какими-то подробностями. Вы можете узнать какую-то информацию, которая тоже вас в такое двойственное положение поставит, и от этого тоже выбор где-то. Но для кого-то еще из вас настало время идти вперед. Потому что вот как будто сейчас человек поставит дверь, тылы его будут крепкие, и он может смело приступать к осуществлению своего плана. Иными словами, вышел из дома, закрыл дверь и идет по своему собственному плану. Восьмерка мечей. Много эмоций. Причем что-то вас может радовать, мои дорогие весы, вас может кто-то, ну как покупать на эти эмоции. Не самая красивая фраза, но она более четко передает то, что я хочу сказать. Кто-то вас может, вот, знаете, наоборот, какими-то колючими фразами, или вы можете их даже вспоминать, возможно, это было когда-то, а кто-то может накормить именно обещаниями, когда нам ведь приятно слышать что-то такое доброе, и вот мы уже расслабились, вот мы уже и где-то подраскисли. Вот, наверное, поэтому королева мечей – это ваша карта в далеком прошлом, прообраз Юдифи. И мы точно знаем, что отрезала так отрезала, отказалась так отказалась. У вас время убирать помехи. И это те помехи, которые вы не будете кому-то говорить, что вот ты такой-сякой или такая-сякая, вот ты тут не поступил неправильно. Мы никому ничего не доказываем. Вот как верховная жрица. Королева мечей надеется сама на себя. У нее всегда в запасе меч. Но делает она настолько это элегантно и незаметно, потому что она умеет отступить полшага назад или словно одеть шапку-невидимку. Она умеет хранить свои тайны, чужие тайны. Она никому не говорит, что она собирается делать завтра. Вот и вы, мои дорогие, не будьте открытой книгой, потому что меньше будет каких-то сожалений, и ваши тылы будут крепче. Ну и рационализм, конечно, идет по этой карте, поэтому рационально, может быть, переосмыслить какой-то прежний этап и для себя, а то и выписать на бумаге. Вот я сделал все, что мог, да, допустим, пополам разделили лист, и я сделала все, что могла, и перечисляете. А на второй половине листа вы пишете: "Еще не все сделала". Ну, может быть, я утрирую, конечно. Перекладывайте на себя, я думаю, для кого-то это совет тоже может помочь. Ну, или мысленно что-то подобное сделать. Главное событие, с чем это связано? Туз кубков, с радостью. И стало быть, есть какие-то радостные новости. Вот что-то вас вдохновляет. Но, знаете, тут может быть и такая история, когда кто-то банально, видя ваш довольный вид, может какие-то колкости, едкости говорить, но это с учетом восьмерки мечей. Или какой-то сарказм. Избегайте сарказма, как и сами
Ну, так, наверное, людей, которые имеют такой метод разговора, чтобы себя не погрузить в какое-то бесконечное переосмысление. Хитрее вам нужно быть. Вам действительно нужно быть хитрее. Как и забрать свое, кстати, в некоторых колодах это тоже прописано. По семерке мечей, поэтому мы говорили, я сделал все, что мог. Явно нужно переосмыслить то, где вы уже были, или вы где-то находились, или с каким-то человеком вы имели контакты. Вот здесь что-то, возможно, придется переиграть. Но и не без этого, не замечтаться. Вот это опять же. Проверить пароли аккаунта, быть внимательным к кошелькам, сумочкам, к деньгам, в принципе. Или какие документы вы подписываете. Радость есть, но себе не замылить глаза. Вот прям так и скажем. Что же вас удивит? Будущее на пороге. И мы останавливаемся как будто. Это не имеется в виду пауза. А рациональный человек остановился, потому что он обдумывает, все ли гештальты он закрыл, и все ли он с собой взял в будущее из того, что должно быть продолжено. Вот я только говорила о листе, который, да, где я сделала все, что мог, а где еще не все. И есть еще интересные моменты. Так вот, что же вас удивит? Новость какая-то удивит. Может быть, много новостей, кстати. По этой карте могут удивить даже дети. Пажи иногда это наши дети, для кого это актуально. Но вы знаете, вы сами себя можете удивить. У кого-то это совпадет с работой, у кого-то это может совпасть с отношениями. По пажу мечей это как будто вот представьте, вы шли по ровной дороге, да, и думали о чем-то о своем, и вы не собирались сворачивать. Но, дойдя до какого-то этапа, вы видите, что есть маленькое такое ответвление или развилка. И вдруг вам хочется остановиться, именно хочется остановиться на какой-то момент, словно отдышаться. Вы это делаете, и после этого вы как будто сворачиваете, немного меняете направление. Вот что-то такое может вас удивить или быть для вас неожиданно. И это рационализм мечи, это интеллект, а жезлы, дела, работа, бизнес. Что-то вы будете тут корректировать, это точно, потому что в каких-то прежних методах, может быть, на лад дело не пойдет в будущем. Тут, правда, какая-то коррекция тоже может означать какой-то важный выбор. Так а что же прояснится, к чему все идет? К деньгам. У кого-то история, когда вот раз выпала верховная жрица, мои дорогие, сделайте заначку. Пусть это немножко разное, да, но это знаки судьбы. Мы любую карту можем рассматривать через знак судьбы, просто это будет очень долго. Ну, давайте так вот, раз нам конкретно предупреждение какое-то поступило, и девятка кубков, как минимум, да, вот, а это ведь денежная карта, мои дорогие, когда мы учимся беречь собственные приоритеты, себя не обесточить, не увести буквально по финансам в ноль из благородных побуждений. Херон Вовне, прочитайте мою статью. Это какой-то сюжет, который повторяется, ну, до какой-то оскомины, и с этим нужно что-то делать. Поэтому тут явно есть какая-то история, в которой вы оказывались не раз. Но вот что прояснится. Я должна сказать, с 1 по 10 как-то доходы будут веселее. Кто-то может получить гонорар, ну, может быть, по вашему творчеству или те деньги, которые долгое время где-то задержались. Но и может быть такой своего рода благодаря, кстати, тому, что вы меняете методы или ищете, находите дополнительную работу, или вы что-то изучаете. Поверьте, мои дорогие весы, вы делаете это не просто так. Для вас в последующем это будет приносить доход. Добрая карта, да, тут действительно есть ради чего, хочется сказать стараться. Что ждет в любви, в взаимоотношениях? Восьмерка кубков, может быть, это у кого-то уже состоялось расставание. Вообще, это карта, когда мы ищем выход, и мы его находим. С чем это связано? Когда в моем раскладе выпадают две одинаковые карты, причем в разных колодах, мы не так много карт достали. Две шестерки мечей. Перезагрузка, мои дорогие. Я понимаю, что кто-то человек семейный. Здесь может шестерка мечей говорить о том, что вы именно готовите рабочее место на дому. Кто-то вместе с вашими близкими домочадцами будет продумывать вопросы переезда. Для кого-то из вас может быть действительно работа с командировками. У кого-то из вас может быть даже
когда вы что-то, опять же, изучаете и понимаете, что, ну, вот ваши планы меняются, да, вот тут могут меняться планы, которые даже на достаточно далекий период времени. Я тут больше вижу, что вы именно, ну, вы хотите уже каких-то перемен, вы уже к ним именно готовы, ведь всегда шестерка мечей отплыть от безжизненного берега. Да, для этого искусство первого шага, медленных шагов. Но это, знаете, как пойти по ситуации. Но мужество все-таки оно нам потребуется, потому что мы словно исследуем непознанную землю без карты. У кого-то может быть новые отношения. Тогда не торопитесь делать тоже выводы. Наблюдайте, опять же, нам снова и снова карты об этом говорят. Но все, что касается вопросов документов или вашей внутренней перезагрузки по части заработков, вот здесь доброе время. Потому что заслуженный успех у вас определенно будет. Но вот как, знаете, какое-то зерно будущих успехов, пусть это на личную жизнь, вы можете заложить. И кто знает, вот, к примеру, для тех, кто один или одна, может быть, и правда было расставание какое-то, да? Но тогда я допускаю, что пусть не теперь, по этой карте не сейчас, но вы можете через обучение, через, ну, может быть, посещение курсов, онлайн-курсов, или у кого-то языки, у кого-то язык программирования. Вот по этой карте язык программирования тоже проходит. Вы можете оказаться в новой общности людей, и от этого через работу будет меняться ваша личная жизнь. Ну, а для кого-то отношения на расстоянии. И, ну, тут, наверное, у каждого своя какая-то история. Тут я не могу сказать, что мы тут с чем-то рвем. Нет. Но я могу, к примеру, допустить, что появиться такой человек может, или отношения как-то будут вами пересматриваться либо вами, либо человеком. Тут у кого как. Но для вас ваши приоритеты с первого по 10 все же это такое, знаете, холодное решение, холодная голова. Мы говорим здравомыслие, это здравый смысл. Вот, видимо, будь то личная жизнь, будь то работа, для вас вот именно эти энергии необходимы. Может быть, кстати, туз кубков и девятка кубков. Для кого-то из вас получение денег вам дает возможность как раз осуществить какую-то поездку или переезд. Или как минимум запланировать. Здесь именно план все-таки идет. Что ждет в работе? Ну, представьте себе, что доведется порядок наводить в работе, порядок в ваших мыслях. Вообще, королева Пентаклей– это та, которая из какого-то бардака и хаоса умеет построить порядок. Вот у вас выпадает на работу. На работу это шикарная карта, потому что это та, которая мечту делает былью. Но опять же, надеется сама на себя. Я могу добавить 2 королевы и больше, когда в моих раскладах, правда, за вами кто-то может и наблюдать. Вы кому-то можете быть интересными, но на работу, когда эта карта выпадает, это мы все держим под контролем и много работы, мои дорогие. Есть возможность найти работу. Королевы Пентакли без работы вообще никогда не остаются. Было бы желание. Но это еще и, знаете, где-то выносливость, где-то внимание к деталям, где-то, когда может быть несколько направлений, вот я такое предполагаю, или у кого-то построение карьеры. Правда, работа, документы, пусть какие-то ваши дела, переезды, важные встречи, контакты. Если мы смотрим именно с позиции реальности, то не просто будет какой-то прогресс, а будет и радость и по деньгам, и буквально признание ваших заслуг, вот что самое главное. Доброе время на работу, как ее и найти, так и продолжить в плане именно карьеры. А уж на творчество эта карта особенно великолепна. И у кого-то может быть признание вас именно вот как творческого человека, известность, популярность, мои дорогие. Финансы. Вот так вот у нас в конце, да? Сначала выпала девятка кубков, тут теперь девятка мечей. Карта внутренних сомнений, страхов. И это совсем не о том, говорят нам, что мы что-то ждем. Вот где-то мы разбирали с вами, да, вот эту позицию. Почему так говорю? Восьмерка мечей, девятка мечей. Это две карты искаженного восприятия. И одновременно две девятки. Это всегда как пороговое значение перемен. Поэтому, мои дорогие весы, приготовьтесь, что впереди будут какие-то перемены. Но здесь нельзя ослабить внимание и как хватку,
по части финансов. Тут нельзя замечтаться. Я тут больше вижу, что мы можем разочароваться в том, что мы потеряли время. Самое время ухаживать за каким-то проектом и продолжать. Вот, если вы что-то продолжаете настойчиво изучать, ну или осваивать какие-то новые ресурсы, ставите перед собой новые цели, задачи. Это вот все для вашего прогресса просто великолепно. Но не ожидание ради ожидания, не ожидание ради того, что кто-то завтра заявится и поможет. Нет, здесь именно уход за собственным проектом, да, потому что семерка Пентаклей тоже нам говорит, быстро дело не пойдет. Пришла наша ведьмочка посмотреть, созрели ли пентакли виноградные такие, да, и, посмотрев, она видит, нет, нужно еще за ними поухаживать. Вот вам на деньги как будто нужно еще что-то поднакопить. Именно планы шикарно строить, но сказать, что в этот период как будто деньги-то и будут, но вам как будто копить нужно или сохранять. Вот точно посмотрите, именно какая-то денежная ситуация, потому что у нас здесь, как и две карты искаженного восприятия, так и вот буквально какая-то забота. И по королеве мечей это тут какие-то важные выводы вы делаете. Судьбоносный расклад, потому что две шестерки мечей, две карты заслуженного успеха и две карты рационализма. И умение видеть, что же сейчас реалистично. Это по части финансов. А что может быть, ну, где-то, даже я не могу сказать оставить на потом, а вообще об этом не думать, потому что по девятке мечей мы можем подзастрять в ожидании, что кто-то заявится и решит наши проблемы. Но если мы готовы сами менять свою жизнь, то тогда у нас все получится, безусловно. Видимо, где-то вам, мои дорогие, на финансы, у кого-то будет на финансы банальная история, кому-то сказать нет. Вот правда, вы могли участвовать, помогать долгое время. Значит, мои дорогие весы, наступает тот период, когда вам самим себе нужно сказать, если я сейчас не буду внимательным или внимательной к финансам, то в последующем я останусь, ну, как на бабах, без денег. Вот какая-то история подобная вас буквально принуждает, что ли, задуматься о денежном эквиваленте и работе. Я вижу так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. И благодарю вас за ваши добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.